Лекция 14. Упражнение в концентрации. Первое условие концентрации заключается в умении устранять посторонние мысли, звуковые и зрительные впечатления, уничтожать невнимательность и получать полный контроль над телом и разумом. Тело обязательно должно находиться под непосредственным контролем разума, а разум под непосредственным контролем воли. Воля сама по себе является достаточной силой, но разум безусловно имеет нужду в укреплении при помощи непосредственного воздействия воли. Разум, укрепленный волевыми импульсами, является более могучим выразителем мыслительных вибраций. Последние, в свою очередь, имеют более значительную силу и оказывают более сильное действие. Настоящее упражнение я желаю начать с физического развития, благодаря чему тело немедленно будет подчиняться приказаниям разума. Первое упражнение. Его обязательно следует научиться в совершенстве производить, прежде чем перейти к последующим, выражается в контролировании мускульных движений. Оно, на первый взгляд, может показаться очень простым, но уже незначительный ряд упражнений ясно показывает вам, что вы должны еще многому научиться. Следующие упражнения окажут вам существенную пользу при приобретении вами полного контроля над мускулами. 1. Спокойное сидение. Это нелегкое дело. Оно является прежде всего испытанием вашей способности сосредоточиваться, задерживать невольные мускульные движения. После небольшой практики вы будете способны спокойно сидеть, не двигая мускулами, 15 и более минут. Самый лучший способ для этого состоит в следующем: сядьте в удобное кресло, займите удобное положение, ослабьте все мускулы и постарайтесь сохранять полнейшее спокойствие в продолжение 5 минут. Продолжайте проделывать это упражнение до тех пор, пока вы будете способны очень легко выполнять его. Затем увеличьте время до 10 минут. После того, как вы научитесь сохранять спокойствие в течение 10 минут, продлите время до 15 минут, этого времени будет вполне достаточно. Вы не должны переутомлять себя как этим, так и каким-либо другим упражнением. Лучше всего упражняться понемногу, но как можно чаще. Имейте в виду, что вы отнюдь не должны сидеть в оцепенелом положении, не должно иметь места ни малейшее напряжение мускулов, вам следует совсем их ослабить. Подобный способ ослабления очень полезен в тех случаях, когда вы пожелаете хорошо отдохнуть после утомительного напряжения. В нем заключается идеальное лечение отдыхом, которое можно производить сидя в кресле или лежа в постели или на диване. 2. Сядьте прямо, выпрямившись в своем кресле, поднимите голову, выставьте вперед подбородок и отодвиньте назад плечи. Протяните свою правую руку в горизонтальном направлении направо на одном уровне с плечом. Поверните свою голову и направьте пристальный взгляд на свою руку, держите ее в выпрямленном положении в течение 1 минуты. Проделайте то же самое с левой рукой. Когда вы будете способны в совершенстве выполнять это упражнение, увеличьте время до 2 минут, затем до 3 и так далее до тех пор, пока вы будете способны сохранять подобное положение в течение 5 минут. Ладонь руки при этом должна быть обращена к низу, так как это является наиболее легким положением. Направляя взгляд на кончики пальцев, вы всегда будете в состоянии определить, сохраняет ли ваша рука вполне спокойное положение. 3. Наполните рюмку водой вплоть до краев и возьмите ее пальцами, вытяните правую руку прямо перед собой. Устремите глаза на рюмку и постарайтесь настолько спокойно держать руку, чтобы невозможно было заметить колебания воды. Начинайте это упражнение с минуты и постепенно увеличьте его до 5 минут. Здесь будет граница, упражняйтесь попеременно правой и левой рукой. 4. В своей повседневной жизни по возможности избегайте натянутого напряженного состояния мускулов, когда чувствуете расположение к покою. Постарайтесь приобрести уравновешенные манеры и походку. Выработайте приятное обращение и самообладание взамен нервозности и крайне озабоченного вида. Умственные упражнения принесут вам пользу при выработке. Умение держать себя и обходиться с окружающими. Перестаньте стучать в такт пальцами по столу или стулу. Подобные действия показывают отсутствие контроля над самим собой. Не топайте ногами и не болтайте ими, когда вы говорите или сидите. Вы не должны раскачиваться в качалке, подобно поршню в машине или маятнику в часах. Не грызите своих ногтей и не кусайте своих губ, не щелкайте языком во время чтения, занятия или письма, не мигайте своими глазами, устраните привычку вздрагивать или подергивать какой-нибудь частью своего тела. Привычки обыкновенно делаются второй натурой. Вы легко можете их уничтожить при помощи перенесения мыслей и упражнений в концентрации. Приучите себя спокойно и хладнокровно относиться к звукам, которые до настоящего момента заставляли вас вздрагивать, например, хлопанье быстро закрытой двери, падение книги или какой-нибудь другой вещи и т.п. Вообще крепче держите себя в руках. Указанные упражнения окажут вам существенную пользу в приобретении того, что вы желаете. Выше приведенные упражнения дадут вам умение управлять невольными мускульными движениями и благодаря этому подчинять ваше тело контролю произвольных функций.
Следующие же упражнения предназначаются для того, чтобы подчинить ваши произвольные мускульные движения непосредственному контролю, или, говоря иначе, для того, чтобы развить духовные способности, вызывающие произвольные мускульные движения. 1. Сядьте прямо перед столом, положите на него руки и сожмите кулаки, повернув их при этом ладонями вверх таким образом, чтобы большой палец находился на других. Устремите свой взор на кулак, после этого постепенно отодвигайте большой палец, сосредоточивая все свое внимание на этом действии, как будто бы это имеет для вас большое значение. Затем медленно вытяните, разогните свой указательный палец, после него второй и так далее вплоть до последнего. Затем проделайте наоборот, сначала загните мизинец и продолжайте загибание пальцев далее, пока кулак не примет своего прежнего вида, при этом большой палец будет лежать на пальцах. Продолжайте то же самое с левой рукой. Повторите это упражнение 5 раз во время одного сеанса, впоследствии вы можете проделывать его до 10 раз. Это упражнение вызовет у вас утомление, но вам следует настойчиво повторять его, так как оно очень важно для вас вследствие развития вашего внимания и направления его на простые и однообразные действия. Кроме этого, оно даст вам непосредственный контроль над всеми мускульными движениями. Вы очень скоро почувствуете то благодетельное влияние, которое окажут на вас эти простые и, по-видимому, неважные упражнения. Вы не должны ни на одну секунду упускать из внимания сгибания и разгибания пальцев. В этом заключается вся суть. Если вы пренебрежете этим, то вы тем самым окончательно утратите всю пользу от проделывания упражнения. 2. Это упражнение представляет из себя не что иное, как старую шутку, которую часто можно видеть у наших крестьян, она известна под именем вращения больших пальцев. Поместите пальцы одной руки в промежутке между пальцами другой, большие пальцы оставьте свободными. После этого медленно начните вращать один большой палец вокруг другого, сосредоточив одновременно все свое внимание на концах больших пальцев. 3. Положите правую руку на колено, сжав все ее пальцы, за исключением указательного пальца, вытянутого вперед, в кулак, затем начните медленно водить пальцем из стороны в сторону, сосредоточив все свое внимание на его кончике. Подобные упражнения можно, конечно, видоизменять до бесконечности, вы должны поэтому обратиться к своей изобретательности для отыскивания все новых и новых дальнейших упражнений. Главная идея заключается в том, что упражнение должно состоять из нескольких простых, обычных монотонных мускульных движений, причем все внимание сосредоточивается на движущейся части тела. Ваше внимание будет возмущено и восстанет против подобного насилия, оно будет стараться всевозможными способами избавиться от такого рабства. Здесь является необходимая выдержка, вы должны настоять, чтобы ваше внимание выполнило свою работу от начала до конца и не отвлекалось более интересными впечатлениями или занятиями. Рассматривайте самого себя как строгого школьного учителя, свое же внимание как шаловливого подвижного мальчика, который, наскучив сидеть за книгой, бросает украдкой взоры через окно и дверь на более привлекательные посторонние явления. Вы должны удержать мальчика за книгой, зная, что это будет лучше для него, несмотря на то, что он сам не может теперь еще понять этого. Несколько спустя вы убедитесь, что вы гораздо лучше можете управлять своими мускульными движениями, манерой держаться и ходить одновременно. Вы увидите увеличение силы внимания и концентрации в своих обыденных делах, последнее же создаст вам значительные преимущества. Этот род упражнений служит для того, чтобы помочь сосредоточить свое внимание на некоторых материальных предметах, не составляющих части вас самих. Возьмите какой-нибудь неинтересный предмет, например карандаш, и сконцентрируйте на нем все свое внимание в течение 5 минут. Пристально смотрите на него, думайте о нем, поворачивайте его, исследуйте его, думайте о его употреблении, его качествах, о материале, из которого он изготовлен, о процессе его производства и т.д. Не думайте ни о чем другом, кроме карандаша. Вообразите себе, что изучение этого карандаша составляет для вас задачу жизни. Представьте себе, что во всем мире ничего, кроме вас и карандаша, не существует. Один лишь мир, и в нем существует только карандаш и я. Не позволяйте своему вниманию отвлекаться от карандаша, но прикуйте его к нему. Из этого упражнения вы увидите, что ваше внимание представляет из себя очень лукавое создание, вы не должны допускать, чтобы оно вполне овладело вами. Все это очень утомительно для него, но служит к его же пользе, поэтому направляйте его. Когда вы окончательно овладеете вниманием и вполне подчините его себе, то вы тем самым одержите громадную победу, в чем вы скоро убедитесь. Со временем в дальнейшей своей жизни, когда вам нужно будет сосредоточивать на чем-нибудь свое внимание, вы будете мне благодарны за то, что я указал вам это упражнение. Это упражнение может измениться до бесконечности, однако при этом всегда следует выбирать какой-нибудь неинтересный и обыкновенный предмет для концентрации внимания. Вы не должны выбирать интересный предмет, потому что последний не требует никаких усилий, чтобы сосредоточиться на нем. Для вас необходимо то, что требует как бы работы от внимания. Чем неинтереснее предмет, тем более работы и тем более пользы от упражнения.
Вся трудность этого упражнения заключается в том, что вы будете уклоняться от существенного. Постоянная концентрация внимания на неинтересных предметах вызовет в конце концов в видах самозащиты интерес к таким предметам, на которых вы уже сосредоточивались. Когда, однако, у вас явится такое состояние, вам придется лишь немного упражняться, для того чтобы быть способным сосредоточивать свое внимание на чем и на ком угодно. Выше приведенных упражнений будет вполне достаточно для ваших целей, при этом я, конечно, предполагаю, что вы будете их видоизменять, пользуясь для этого своим собственным воображением и фантазией. Вы можете практиковаться на каком-либо предмете из своей повседневной жизни. Вы не будете ощущать недостатка в материале для своей практики, потому что вы будете иметь главную идею, запечатленной в своей памяти. Упражнения, данные в предыдущих лекциях, теперь могут уже проделываться с большим пониманием, так как вам уже известна та польза, которую можно получить из сосредоточения. Вы будете лучше пользоваться применением мысли и больше посылать энергии во время внушения и мыслительных колебаний. Для ваших упражнений со взглядом наступит новая фаза, так же как и для упражнений с телепатическим хотением и т.д. Вы будете способны устранить дурные привычки и вместо их приобрести хорошее. Вообще, с приобретением искусства концентрации вы будете в состоянии все делать гораздо лучше, чем прежде. Вы приобретете полный контроль над своим духом и телом и увидите, что являетесь теперь господином своих страстей, а не рабом их. Сила, которую вы приобрели над самим собой, выразится в умении управлять другими. Для человека, который победил самого себя, не встретится затруднений подчинить своей воле других. Продолжайте упражняться в концентрации и в развитии зависимости разума от воли, и вы сделаетесь настоящим гигантом в сравнении с теми людьми, которые не обладают этой силой. Пробуйте свою силу воли над самим собой различными способами до тех пор, пока у вас не явится уверенность, что вы уже приобрели над собой власть. Не удовлетворяйтесь ничем другим. Когда же вы достигнете этого, то вам будет принадлежать власть над другими. Нее по этому вопросу, и само собой разумеется, на основании неизменного закона спроса и предложения в скором времени, наверное, уже появится сочинение подобного рода. Ускорьте день. Мне желательно сказать изучающему настоящее руководство еще следующее: не позволяйте себя обманывать при помощи разных измов различным руководителям. Вы сами по себе владеете истиной, и она сделается со временем очевидной для вас, постепенно и естественно развертываясь подобно цветку. Познание «Я есть» окажет вам громадную пользу. Заключающееся в нем небольшое пламя распространит свет на все предметы и все осветит. Основательно и спокойно продолжайте свой жизненный путь. Суетливость не является проворством, суета не является энергией, шумливость не является силой. Спокойные, хладнокровные, серьезные и настойчивые люди достигают цели ранее своих собратьев, обладающих противоположными качествами. Уверенность, ожидание и спокойное требование представляют страшно могучую динамическую силу, она поможет человеку разрешить массу проблем, если только он овладеет ей. Мудрец часто пользуется тем, чем пренебрегает глупец. Камень, который отвергли строителя, лег во главе угла. Не присмыкайтесь на брюхе подобно червяку, не валяйтесь в пыли и не призывайте небо в свидетели того, какое вы отвратительное существо, не клеймите самого себя несчастным грешником, достойным лишь вечного осуждения. Нет, 1000 раз нет. Воспряньте духом, поднимите голову и глаза к небу, откиньте назад свои плечи, наполните свои легкие природным озоном. Затем скажите самому себе: «Я есть часть вечного жизненного начала, я создан по образу и подобию Божию, я исполнен божественным дыханием жизни, ничто не может повредить мне, так как я составляю часть вечности». Друг мой, идите своей дорогой, будьте непреклонны в своих решениях и тверды в своих новых стремлениях. Исполните свой долг сначала перед самим собой, затем перед своими ближними, признайте братство людей, осуществите на деле, что все люди являются вашими братьями, условное родство, но все-таки родство. Не причиняйте вреда своим ближним, не позволяйте также им причинять вам вред. Если вы будете поступать с ними вопреки своему чувству справедливости и совести, то вы повредите не только самому себя, но также оскорбите их. Не вызывайте вражды и в то же время никому не позволяйте безнаказанно оскорблять себя. Если кто-нибудь ударит вас по щеке, то вы не должны подставлять ему другую, а наоборот, отплатите ему получше тем же. Не ударяйте его со злобой в сердце и не медлите простить ему, если он снова придет к вам. Учение о непротивлении неправильно понято в нем. Вовсе не выражается, что должно быть всевыносящим существом подобно овце или зайцу. Нет, когда вы позволяете какому-нибудь человеку оскорбить или обидеть себя, то вы поступаете неправильно по отношению к нему, ваш долг по отношению к нему требует, чтобы вы указали ему, в какое положение он попал. Я разумею действительное нарушение или вторжение в ваши права, а не призрачное оскорбление или воображаемый вред, в последнем случае вы попали бы в другую крайность. Не позволяйте ненависти ютиться в вашем сердце. Идите в жизни с Божьей милостью в своем сердце и с хорошей здоровой ореховой дубинкой в своей руке. Не употребляйте дубинки для оскорбления, никогда не делайте этого, но пользуйтесь ею для самозащиты.
Если на вас будет бронезащита правого дела и все будут видеть, что вы обладаете самоуважением и не склонны к тому, чтобы стоять за глупость, то все к вам будут относиться с уважением. Для собаки, которая имеет уверенный, спокойный вид, представляется мало опасности получить пинок ногой со стороны прохожего. То же животное, которое дрожит и прячет свой хвост между ног, как бы ожидая удара, получает удар. Оно получает то, чего ожидает. Все, что здесь относится к собаке, вполне правильно может быть применено к человеку. Если вы точно будете исполнять советы и указания, заключающиеся в этом небольшом сочинении, то вам нечего будет бояться получать удары. Однако помните, не бейте первым собак, вы должны быть выше этого. Старинный писатель в следующих словах выразил обязанности человека по отношению к окружающим. Их следовало бы начертать золотыми буквами над дверями каждого дома. Не будьте несправедливы и воздайте каждому должное. Если настоящими словами люди вполне руководились бы в своей жизни, то не было бы нужды в судьях, судах и тюрьмах. Жизнь представляла бы из себя одну длинную, приятную песню. Постарайтесь с своей стороны содействовать достижению подобного результата. Кроме этого, я предостерегаю вас злоупотреблять своей новоприобретенной силой. Не затаптывайте дары духа грязью. Свободно, законным путем применяйте его для своего личного блага, не причиняя никому ни в каком случае никакого вреда. Если вы еще и не вполне уяснили себе значение того или другого наставления, данного в настоящем небольшом сочинении, то все же не беспокойтесь, так как со временем вы все поймете. Прочтите вновь те лекции, которые являются для вас наиболее трудными, и затем приведите свое тело и дух в расслабленное состояние, погрузитесь в молчание, и новый свет распространится на вас. Стучите и отверзится вам, просите и дастся вам. Теперь, дорогие други, мы достигли распутья. Может быть, мы еще встретимся. Если же нет, то давайте расстанемся с сознанием, что мы не сделались хуже вследствие нашего короткого знакомства. Если я оказал вам хотя некоторую пользу, пробудив в вас новые мысли, надежды и стремления, то постарайтесь осуществить их в своих действиях и поступках. Наша небольшая прогулка вдоль берегов потока доставила для меня удовольствие, и я думаю, что я не заставил вас скучать и не вызвал сожаления о случайном знакомстве. Будьте уверены, что ничего не происходит случайно. Я благодарю вас за ваше любезное внимание.